Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я к вам со стильным, очень уютным и объемным свитером. Вяжется он несложно, узор очень простой, а смотрится, по-моему, достаточно эффектно. Свитер состоит из отдельных частей: вперед, спинка и рукава. В мастер-классе я покажу, как аккуратно сшить все детали. Я вязала из бобинной пряжи, это ангора итальянской фирмы Felpucci. Метраж составляет 275 метров на 50 грамм. Как альтернативу этой ангоры можно взять пух норки, всем известный. Эти нитки идентичны по толщине своей. Я вязала в 4 нити, то есть в 4 сложения. Вот так вот выглядит моя ниточка, которой я вяжу. Не обязательно вязать из ангоры, можно, конечно, подобрать любую другую пряжу с подобным метражом. Вязала я спицами номер 9 весь свитер. И даже резинку внизу, так как я не хотела, чтобы она была стянутой у меня. И только шестеркой я вязала горловину. Так, давайте я вам покажу замеры этого свитера после ВТО. Кстати, они у меня практически не изменились, буквально полсантиметра меньше в ширину он у меня стал, а так все так же и осталось. Итак, длина свитера 50 сантиметров, ширина по резинке 49, здесь вверху 56, длина рукава 49 сантиметров, длина плеча, скоса плеча 17 сантиметров, и вот эта вот длина в широкой части рукава 20 сантиметров. Получился размер S, я думаю, подойдет тоже и M. Как я вязала свитер? Сначала вперед, поворотными рядами с узором посередине. Потом выполняем горловину, вырез горловины, скосы плечей. На горловине мы будем закрывать петли, а скосы будем вывязывать укороченными рядами. Спинку вяжем аналогично, без узора. Рукава снизу вверх с равномерными прибавлениями. Потом обвязываем горловину и сшиваем свитер. Как я рассчитывала количество набранных петель? Я связала образец и посчитала плотность. Моя плотность вязания составляет 13 петель в 10 сантиметрах. Делим 13 на 10 и получаем 1,3 петли в 1 сантиметре. Моя окружность груди 87 сантиметров. Так как я вяжу объемный свитер, то прибавляю 25 сантиметров на свободу облегания. Получается общая окружность свитера 112 сантиметров. 112 делим на 2, так как вяжем отдельно вперед и спинку, и получаем 56 сантиметров. Теперь нам осталось перевести сантиметры в петли. Умножаем 56 сантиметров на 1,3 петли и получаем 72,8 петли. Округляем, получаем 73 петли. Важно, чтобы количество петель было нечетным. Почему? Так как количество петель в одном раппорте узора 23 петли. Соответственно, нам нужно оставить справа и слева по одинаковому количеству петель. В моем случае нужно разделить так: 23 петли на узор, 25 и 25 по бокам. Всего 73. Раппорт узора состоит из 23 петель и 10 рядов. Отмеряем кончик нити для набора петель. Я отмеряю на глаз примерно 10-15 сантиметров на 10 петель.
и набираем 73 петли. Вяжем резинку 1 на 1. Я воспользуюсь способом с вытянутыми петлями. То есть первый ряд буду провязывать как обычно, чередуя лицевые и изнаночные петли, а во втором ряду буду изнаночные провязывать, а лицевые переснимать. Итак, первый ряд мы вяжем лицевую, изнаночную, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Изнаночные мы провязываем как обычно, а лицевую переснимаем. Но важно как? За правую стенку. Я вяжу бабушкиными петлями, и мне нужно подцепить петлю за заднюю стенку. Таким образом мы ее переворачиваем нужной нам стороной. Изнаночную и лицевую переснимаем за заднюю стеночку, то есть за правую. Если вы вяжете классическим способом, то правая стенка у вас уже находится впереди, и вам нужно петлю просто переснять. Итак, чередуя первый и второй ряд, вяжем резинку на нужную нам высоту. В первом ряду провязываем изнаночные, лицевые, а во втором ряду изнаночные провязываем, лицевые переснимаем. Я буду вязать примерно сантиметров на 6 в высоту. Я провязала 15 рядов, это получилось примерно 6,5 сантиметров. Прежде чем мы приступим к вывязыванию узора, провяжем 2 установочных ряда, то есть один лицевой ряд и обратно изнаночный. Итак, мы провязали 2 установочных ряда, лицевой и изнаночный. Раппорт узора у нас составляет 23 петли. По бокам остается по 25 петель, поэтому я маркерами выделила 23 центральных петель. Вяжем все петли лицевыми до маркера и приступаем к первому ряду раппорта. Итак, начинаем первый ряд узора. Четыре лицевые петли. Первая, вторая, третья, четвертая. 2 петли вместе с наклоном вправо. Для этого разворачиваем петли правыми стенками к нам. Они у меня лежат сейчас сзади. И провязываем обе петли за правые стенки, то есть за передние. Лицевая петля и еще 2 петли вместе с наклоном вправо. Переснимаем их обе, переворачиваем и провязываем за правые стеночки. Лицевая петля, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, последний накид, 4-й и лицевая петля. Теперь нам нужно провязать 2 петли вместе с наклоном влево.
Обычно как мы это делаем? Обычно мы вот так как петли открытые лежат, мы их просто 2 вместе за вот правые задние стенки провязываем, получается у нас наклон влево. Я предлагаю вам немножко другой вариант, потому что я считаю, что в этом варианте провязывания петли лежат ровнее. Вот именно наклон влево петли, они ложатся ровнее. Итак, что я делаю? Первую петлю я просто оставляю как есть, а вторую мне нужно перевернуть. Я переворачиваю ее правой стенкой к себе. Первую петлю возвращаю, здесь правая стенка у меня сзади. И теперь провязываю обе их вместе за задние стеночки. И вот получился наклон влево. Лицевая петля. И еще раз 2 вместе с наклоном влево. Первую петлю оставляем как есть, вторую переворачиваем правой стенкой вперед, первую возвращаем и провязываем их вместе за задние стенки. Теперь нам осталось провязать 4 лицевые петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Вяжем теперь лицевыми петлями до конца ряда. В изнаночном ряду провязываются все петли изнаночными. Давайте я вам покажу, как провязываются накиды изнаночными. Вот так, просто, как и все остальные. Начинаем третий ряд узора. Подходим к нашему маркеру, провязываем до маркера все петли лицевыми и начинаем. 3 лицевые петли, первая, вторая и третья. 2 петли с наклоном вправо, для этого я переснимаю петли правыми стенками ко мне, провязываю их вместе лицевой. Лицевая. И еще один наклон вправо, переснимаю петли, обе за передние стенки провязываем, вяжем еще одну лицевую. Лицевая. Накид, лицевая, накид. 3 лицевые петли. Здесь легко запомнить, какой ряд узора, столько петель посередине мы провязываем лицевыми. Дальше у нас накид, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Первая петля оставляем как есть, вторую переворачиваем правой стенкой вперед и провязываем за задние стеночки. Лицевая. И еще раз 2 вместе с наклоном влево.
провязываем их за задние стенки. Три лицевые. Первая, вторая и третья. Дальше вяжем все петли лицевыми до конца ряда и изнаночный ряд. Пятый ряд рисунка довязываем до маркера. Две лицевые. Одна, вторая. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Переснимаем их, провязываем за передние стеночки. Лицевая. Еще раз 2 с наклоном вправо. Лицевая. Накид. Лицевая. Накид. И 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет опять накид, лицевая, накид, лицевая, две петли вместе с наклоном влево, вторую переворачиваем, первую возвращаем, провязываем их обе за задние стенки, лицевая и еще раз 2 вместе с наклоном влево. И 2 лицевые. Дальше вяжем лицевыми до конца ряда и поворотный изнаночный ряд. Довязали до маркера и начинаем 7-й ряд раппорта. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид и 7 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, лицевая, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево,
лицевая, еще раз 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая. Вяжем ряд до конца лицевыми и поворотной изнаночной. Довязали до маркера и начинаем 9 ряд раппорта. 2 петли вместе с наклоном вправо, перевернули их, правыми стеночками вперед провязали вместе за передние стенки. Лицевая, еще раз 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, 9 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид, лицевая, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном влево, лицевая, и еще раз 2 вместе с наклоном влево. Вяжем ряд до конца и поворотный изнаночный. Мы с вами провязали 1 раппорт, 10 рядов плюс 2 установочных ряда, всего 12. Дальше вы вяжете нужное вам количество раппортов прямым полотном вверх. Я провяжу еще 5. Итак, после резинки я провязала 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И у меня всего получилось 62 ряда. Так как каждый раппорт состоит из 10 рядов и 2 установочных ряда у нас еще. В сантиметрах у меня получилась длина 49 сантиметров. Итак, приступаем к закрытию горловины и скосом плечей. Но сначала давайте посмотрим на схему. Сначала нам нужно выяснить, сколько петель мы выделяем на горловину. Как мы это делаем? Сначала нам нужно узнать ширину горловины. Можно померить на каком-то другом изделии, например. Я взяла для себя 23 сантиметра. Нужно здесь учитывать, что горловина еще будет обвязываться. 23 сантиметра умножаем на 1,3, получаем 29,9. Я взяла для себя приблизительно 27 петель. То есть мне нужно по горловине распределить 27 петель. Как я распределяю эти 27 петель? Значит, посередине закрываю 7, остается 20, то есть на каждую сторону по 10. Я их распределила так: 3, 2, 2,
1, 1 и 1. То есть вот это наши убавления. Сначала 3 убавления, потом 2, еще раз 2, 1, 1 и 1. В сумме это 10. 10 плюс 10 плюс 7, 27 петель. Все эти петли мы будем постепенно закрывать. Это что касается горловины. Скосы плечей мы будем вязать укороченными рядами. Это абсолютно несложно, я все покажу. На скосы у нас приходится по 23 петли. То есть всего у нас 73 петли минус 27 на горловину. Получаем 46. 46 делим на 2, получаем 23 с каждой стороны. Я буду укорачивать ряды 5 раз, поэтому делю 23 петли на 5 частей. Иду от большего к меньшему. Итак, мы начинаем с того, что мы закрываем вот эти центральные 7 петель и вяжем правую сторону, от нас она левая. Сначала мы делаем убавление только в 2 первых лицевых рядах по горловине. Убавляем 3 петли, потом убавляем 2 петли. Потом последующее убавление 2 петли, 1, 1 и 1 мы уже делаем одновременно с укороченными рядами. Ну, в общем, все это звучит непросто, но теория всегда сложнее, чем практика, поэтому давайте вязать, и все станет понятно. Сначала мы будем формировать правую сторону свитера, от нас левая. В первом ряду мы закрываем 7 центральных петель и провязываем оставшиеся петли лицевыми. Итак, первый ряд вяжем до второго маркера и будем закрывать петли. Итак, мы добрались до центральных 7 петель и будем их закрывать. Провязываем первую петлю, провязываем вторую и протягиваем петлю первую через последующую. Одна петля у нас уже закрыта. Провязываем следующую, протягиваем через предыдущую 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы закрыли 7 центральных петель и теперь довязываем ряд без изменений лицевыми петлями. Второй изнаночный ряд мы провязываем тоже по рисунку все изнаночными петлями без изменений. Довязываем до закрытых наших 7 петель, переворачиваем наше вязание на лицевую сторону. И здесь это у нас уже будет третий ряд. И мы будем делать убавления по горловине. 3 убавления только по горловине. Скосов плечей мы еще не касаемся. Итак, убавление
Первое. Снимаем петлю, провязываем следующую и протягиваем ее через предыдущую. Одна петля, вторую закрыли и третья. Дальше вяжем ряд все лицевыми петлями до конца. Изнаночный ряд провязываем точно так же без изменений, все петли изнаночными. Довязываем 4-й изнаночный ряд, переворачиваем наше вязание и будем вязать 5-й ряд. Здесь в 5-м ряду мы делаем 2 убавления. Первую снимаем, вторую провязываем, протягиваем ее через снятую, первое убавление и второе. Дальше опять-таки вяжем все петли лицевыми до конца ряда и обратный изнаночный ряд, это будет 6-й, тоже провязываем без изменений. Встречаемся в 7-м ряду. В 7-м ряду нам нужно сделать 2 убавления по горловине и не довязать 5 петель для скоса. Вот я их отметила уже маркером, эти 5 петель. Мы довяжем до 2-го маркера и развернем вязание на изнаночную сторону. Итак, давайте приступим. Делаем 2 убавления по горловине, одну петлю убавили и вторую, 2 убавления. Вяжем дальше лицевыми петлями до 2-го маркера. Довязали до маркера, у нас остались 5 петель на второй спице. Мы переворачиваем наше вязание и будем теперь вязать по изнаночной стороне. Что мы делаем? Мы снимаем петлю с левой спицы и перетягиваем рабочую нить назад. И таким образом как бы делаем двойную петлю. Она одна, но выглядит как 2. Вот видите, как галочка такая. И вяжем дальше изнаночными до конца ряда. Довязываем 8-й изнаночный ряд и переходим на лицевой 9-й. В этом ряду нам нужно сделать одно убавление по горловине и не довязать еще 5 петель, то есть всего 10. Мы отсчитываем эти 5 петель, учитывая вот эту двойную петлю, то есть 1, 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь ставим маркер. То есть всего за маркером у нас 10 петель. Итак, делаем одно убавление по горловине и вяжем дальше лицевыми до маркера.
Итак, довязываем до маркера. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Снимаем петлю с левой спицы, перетягиваем ее рабочей нитью вот так вот как бы назад, делаем из нее такую двойную петлю. И вяжем дальше изнаночными до конца ряда. Итак, мы довязали 10 изнаночный ряд, переходим на 11. Здесь нам нужно сделать одно убавление и не довязать 15 петель. Вот мы уже сделали 2 укороченных ряда, провязали их. Теперь нам нужно не довязать 15 петель. Вот эту двойную мы тоже считаем. Первая. И дальше 2, 3, 4, 5. И ставим маркер. За маркером у меня 15 петель. Итак, 11 ряд. Делаем одно убавление. И вяжем до маркера. Довязали, разворачиваем наше вязание. Снимаем петлю с левой спицы, подтягиваем рабочую нить назад, создаем такую двойную петлю. И вяжем дальше до конца ряда. Это у нас 12-й изнаночный ряд. В 13 ряду нам нужно сделать одно убавление и не довязать уже 19 петель. Одно убавление вот это по горловине и не довязать вот этих 4. Двойную считаем. 1, 2, 3, 4. Итак, делаем одно убавление. Маркер нам уже не понадобится. Это последнее убавление. Провязываем оставшиеся 3 петли. И разворачиваемся на изнаночную сторону. Вяжем 14 изнаночный ряд. Петлю снимаем с левой спицы. Перебрасываем рабочую нить назад, перетягиваем петлю. И довязываем наши оставшиеся 3 петельки. Все, теперь нам осталось провязать еще лицевой ряд. Вот так это все выглядит с лицевой стороны. Провязываем лицевой ряд, и наша правая сторона свитера готова. Вот эти вот двойные лицевые мы провязываем как одну лицевую петлю.
Итак, вяжем ряд лицевых петель. Вот она, наша двойная. Ее мы провязываем за передние стенки. Вот так вот. Сверху вниз сводим спицу и провязываем за передние стенки. Вот она, следующая двойная. Вводим спицу как бы слева направо или сверху вниз и провязываем. Еще раз за передние стеночки. Вот так подхватываем и протягиваем рабочую нить. Так вяжем до конца ряда. Итак, вот наша правая сторона свитера готова. Горловина и скос. Вот уже здесь хорошо видно, что плечо скошено. Я пересниму эти петли на булавку, так как мы будем потом сшивать крючком плечи по открытым петлям. И теперь можно переходить к левой стороне, одна правая. Здесь я оставлю еще достаточно длинную нить для того, чтобы сшивать потом крючком две половинки, спинку и вперед. Итак, нить мы будем прикреплять от горловины и будем вязать с изнанки. Итак, я пересняла петли на булавку. И теперь вот мои 7 закрытых. И вот там я прикрепляю рабочую нить. И мы начинаем с изнаночного ряда. Но это у нас будет уже второй ряд, так как первый ряд это был тот ряд, в котором мы делали 7 убавок, 7 закрытий по горловине. В этом ряду мы делаем 3 убавления. Провязываем первую петлю, провязываем изнаночной вторую и протягиваем ее через предыдущую. Так, первое убавление, убавляем вторую петлю и третью. Теперь вяжем дальше этот ряд изнаночными без изменений до конца, и лицевой ряд тоже провязываем без изменений. Это будет третий лицевой, и встречаемся в четвертом ряду, где мы будем делать 2 убавления. Итак, я провязала третий лицевой, теперь мы находимся в четвертом изнаночном и делаем 2 убавления. Первое и второе. И дальше еще раз вяжем до конца изнаночными, и следующий ряд, пятый, это будет лицевой, тоже без изменений. И встречаемся уже в шестом ряду, где мы будем делать 2 убавления и укороченный ряд, не довязав 5 петель. Итак, мы в шестом ряду. Здесь нам нужно сделать 2 убавления по горловине и 5 петель не довязать. Я их отделила уже маркером. Мы вяжем до маркера и потом разворачиваем вязание на лицевую сторону. Итак, сначала у нас идет одно, то есть 2 убавления. Одну петлю убавили, вторую и вяжем теперь до маркера.
Довязали до маркера. Разворачиваем наше вязание. Вот они 5 петель, которые у нас остались еще на левой спице. Разворачиваем наше вязание. И здесь мы делаем следующим образом. Снимаем с левой спицы одну петлю и перетягиваем нить уже вперед. Таким образом создавая вот эту вот двойную петлю. Вот так. Затянем ее побольше. И вяжем дальше лицевыми до конца ряда. Мы довязали наш 7-й ряд, переходим к 8-му. Отмечаем маркером 10 петель, которые мы будем не довязывать. Вот она, это наша двойная петля. Можем отсчитать от нее 5. 1, 2, 3, 4, 5. И ставим маркер. Вначале делаем одно убавление, одну петлю убавили и вяжем дальше до маркера. Вяжем до второго маркера. И разворачиваемся. Вот довязали мы. Разворачиваемся на лицевую сторону. Снимаем петлю с левой спицы. Перебрасываем нить вперед. Получилась двойная. И вяжем дальше лицевыми до конца ряда. Мы с вами в 10-м ряду. Нам нужно теперь не довязать 15 петель. Отсчитываем. Вот она двойная. 2, 3, 4, 5. Вот здесь ставим маркер. То есть за маркером у нас 15 петель. По горловине нам нужно сделать одно убавление. Так, одно убавление по горловине. И вяжем дальше до нашего маркера. Убираем маркер, разворачиваем наше вязание на лицевую сторону и проделываем все то же самое. Одну петлю с левой спицы снимаем, перетягиваем нить вперед, в то же время отправляем ее опять назад и вяжем ряд до конца лицевыми. Это наш 11-й ряд.
В 12 ряду нам нужно сделать одно убавление по горловине. Итак, убавили. И теперь вот она, наша вот эта двойная, от нее вместе с ней нам нужно отсчитать 4 петли. Вот она двойная, первая, вторая, третья, четвертая. То есть вот эти 3 оставшиеся нам нужно провязать, я уже маркер не ставила, и потом развернуть вязание. Одна, вторая, третья. И разворачиваемся на лицевую сторону. Петлю снимаем, перетягиваем ниточку и довязываем 13 лицевой ряд. И теперь нам осталось провязать один изнаночный, 14 и 15 лицевой. Итак, в 14 ряду провязываем все петли изнаночными. Вот она, наша двойная петля. Как мы ее провязываем? Мы будем провязывать ее за заднюю стенку. Перебрасываем рабочую нить вперед и вводим спицу снизу вверх за заднюю стенку. Снизу вверх за заднюю стенку, или как бы за 2 стенки, подхватываем рабочую нить и вытягиваем ее. Вот следующая двойная. Вводим спицу снизу вверх за заднюю стенку и вытягиваем рабочую нить. Так, вот она следующая петля, наша двойная. Перебрасываем нить вперед, вводим спицу снизу вверх за заднюю стенку и вытягиваем рабочую нить. Таким образом вяжем до конца ряда. И провязываем последний 15 лицевой ряд без каких-либо изменений и переносим все петли на булавку или на дополнительную спицу. Оставляем кончик нити подлиннее для того, чтобы потом сшить. Так, вот что у нас получилось. Видны скосы плечей, горловина у нас вывязана. Во второй части видео мы будем вязать спинку, рукава, обвязывать горловину и сшивать все детали. Спасибо за ваше внимание и надеюсь, увидимся во второй части.